Вы стоите на кухне поздним вечером. В углу заканчивает работу стиральная машина, и вы слышите, как она выходит на отжим. Гул поднимается, корпус начинает мелко подрагивать, и по полу расходится дрожь, которую вы чувствуете ступнями. Если положить ладонь на крышку, ладонь дрожит вместе с ней. Внутри барабан делает 1400 оборотов в минуту. Это чуть больше 23 оборотов каждую секунду. Теперь посчитайте, что происходит на стенке этого барабана. Ваша футболка, прижатая к решетке изнутри, в эту секунду весит примерно в 550 раз больше обычного. Не в 5 и не в 50, в 550. Мокрая футболка, в которой 300 граммов, давит на стенку так, будто в ней 160 килограммов. Каждый носок в этом барабане на 2 минуты превратился в кирпич. И стенка держит. Тонкий лист нержавейки, продырявленный сотнями отверстий, спокойно удерживает груз, который вы не подняли бы одной рукой. Машина стоит в углу, гудит и ведет себя так, будто ничего особенного не происходит. Ничего особенного и правда не происходит. Ровно то же самое идет прямо сейчас по всему миру вокруг вас. Колеса машин за окном, стальной диск в двигателе самолета, который проходит сейчас над вашим домом, планета, на которой вы стоите, звезда, которая взойдет утром, галактика, внутри которой лежит все перечисленное. Все это вращается, и все это каждую секунду, без единой паузы, за миллиарды лет, пытается разорвать саму себя на части. К концу этого фильма вы поймете, почему во всей Солнечной системе нет ни одного крупного камня, который делает полный оборот быстрее 2 часов. Ни одного. И почему это не совпадение, а стена. Сформулируем загадку прямо. Вращение – это единственное движение на свете, которое ломает то, что движется. Все во Вселенной вращается. От электрона до скоплений галактик мы не знаем ни одного крупного объекта, который стоял бы неподвижно. И каждый из них несет внутри себя нагрузку, которая старается его разобрать, и работает она непрерывно, миллиарды лет подряд. Значит, весь мир вокруг вас стоит на грани разрыва. И не рвется. Здесь надо убить одно распространенное мнение. Обычно говорят, что виновата центробежная сила, которая выталкивает вещи наружу. Наружу ничто ничего не толкает. Любое вещество просто хочет двигаться по прямой. Когда барабан поворачивает, ваша футболка не сворачивает вместе с ним по своей воле. Она рвется дальше по прямой, а стенка встает на пути и силой заставляет ее повернуть. То, что мы называем центробежной силой, это не толчок наружу, это упрямство вещества, которое отказывается поворачивать. Запомните эту мысль. Вращение – это не свойство предмета, это спор между предметом и тем, что его держит. В прошлом фильме мы спускались к центру Земли и выяснили, что человек прошел вниз всего 12 километров. Но мы не сказали тогда одной вещи. Этот центр не стоит на месте. Вся планета вокруг него вращается с рождения, и остановить ее невозможно. Все, что вращается, это остановленная катастрофа, растянутая во времени. Ваша стиральная машина, ваша планета и ваша галактика в одном положении. Отличаются только цифры. Если вам нравится смотреть на обычные вещи вот так, подпишитесь. Начнем с того, почему вращение вообще опасно, а прямое движение нет. Толкните коробку по полу, и она поедет прямо. С самой коробкой при этом не случится ничего, она своего движения даже не заметит. Прямое движение не создает внутри предмета никаких сил. Но стоит тому же предмету начать вращаться, и внутри него немедленно появляется нечто, что растаскивает его вещество наружу, во все стороны сразу. Оно не отдыхает и не выключается ни на секунду. И вот главное. Эта нагрузка растет совсем не так, как растет скорость. Она растет как квадрат. Раскрутите вдвое быстрее, и разрывать будет вчетверо сильнее, втрое быстрее и в 9, в 10 быстрее и в 100 раз сильнее. А прочность так не растет. Прочность у куска стали одна и та же на любых оборотах. Она вообще не знает, с какой скоростью вы крутите. Чтобы почувствовать, чем это заканчивается, возьмите в руки болгарку. На каждом отрезном диске написано предельное число оборотов. Для дисков 125 мм это обычно около 12 тысяч оборотов в минуту. Надпись выглядит как формальность, мелкий шрифт, который никто не читает. Она не формальность. Это граница, за которой диск перестает существовать. Причем заметьте, о чем именно предупреждает надпись.
Не о том, что диск сломается о заготовку, не о том, что он перегреется. Он развалится сам по себе, в воздухе, ни к чему не прикасаясь. Просто от того, что крутится слишком быстро. Пустая машина, работающая в холостую, рвет себя изнутри. Теперь поднимитесь по масштабу. В двигателе пассажирского самолета есть стальные диски, которые несут на себе лопатки и вращаются со скоростью больше 10 тысяч оборотов в минуту. Каждая отдельная лопатка при этом тянет наружу с силой в несколько тонн. Одна лопатка размером с ладонь тянет как легковой автомобиль. И таких лопаток на диске несколько десятков. И все они тянут одновременно во все стороны тысячи часов подряд. Еще выше. Наша планета вращается. И делает это так усердно, что она не круглая. Экватор выпучен наружу. Расстояние от центра Земли до экватора на 21 километр больше, чем от центра до полюса. 21 километр – это в 2,5 раза больше высоты Эвереста. Планета из камня и железа, которую ничем нельзя согнуть, растянута собственным вращением так, что перестала быть шаром. Вдумайтесь, вращение не просто нагружает вещество, оно способно менять форму планеты. И заметьте, что происходит, если немного добавить оборотов. Земля делает один оборот за 24 часа, и этого хватает на 21 километр деформации. Если раскрутить ее до одного оборота примерно за 1,5 часа, вещество на экваторе перестанет держаться за планету вообще, всего в 16 раз быстрее. Разница между спокойной планетой и планетой, которая себя разбирает, укладывается в один рабочий день. По всей логике, вращающийся мир должен постоянно разлетаться на куски. Нагрузка есть всегда, она бесплатна, она растет быстрее скорости, и она не дает веществу ни секунды отдыха. Так почему же ваша стиральная машина каждый вечер выходит на отжим, а вы даже не выходите на кухню посмотреть? Отряд складывается из 3 ступеней, и 3-я переворачивает все. Ступень 1 держит непрочность. Возьмите 2 диска одинакового размера, стальной и алюминиевый. Сталь примерно втрое прочнее алюминия. Логика подсказывает, что стальной диск выдержит втрое больше оборотов. Он не выдержит. Он выдержит примерно столько же. Дело в том, что сталь еще и втрое тяжелее, а нагрузка от вращения берется из самого вещества, из его собственной массы. Чем тяжелее материал, тем сильнее он сам себя и рвет. Прочность работает на вас, а плотность работает против вас, и они друг друга гасят. Запомните это слово – удельная прочность. Это прочность, поделенная на плотность. Не сколько материал держит, а скроллс он держит на каждый килограмм собственного веса. Во вращении имеет значение только эта величина, и больше никакая. Сталь и алюминий по ней почти равны, поэтому и крутятся одинаково. Отсюда, кстати, растет целая отрасль. Углеволокно ценят не за прочность в абсолютных числах, а за то, что оно вчетверо легче стали при сравнимой прочности. Поэтому им и обматывают все, что должно быстро крутиться. Ступень 2. А что держит то, у чего прочности нет вообще? Диск держит сталь. Барабан держит нержавейка. А что держит Землю? У планеты нет корпуса, нет обода, нет обмотки, нет ничего, что охватывало бы ее снаружи и не давало разлететься. Земля — это просто гора камня, лежащая сама на себе. Если разложить ее на отдельные валуны и придать им ту же скорость, они разлетятся в первые же минуты. Землю держит собственная гравитация. Каждый килограмм ее вещества притягивает каждый другой килограмм, и вся эта сумма притяжения работает как обруч, которого не видно. И вот тут появляется настоящая картина мира. Гравитация тянет все вещество к центру, вращение тянет то же самое вещество наружу. Это 2 соперника, которые тащат в разные стороны, и планета существует ровно потому, что ни один из них не выигрывает. 21 километр экваториальной выпуклости – это не победа вращения, это счет ничьей, записанный в форме планеты. То же самое со звездами, то же самое с галактиками. Каждый крупный объект во Вселенной – это перетягивание каната между собственным весом и собственным вращением, застывшее на середине. Ступень 3, и она самая важная. До сих пор мы обсуждали вращение как беду, которая свалилась на объекты неизвестно откуда. Пора задать вопрос иначе. Почему они вообще крутятся? Кто их раскрутил? Никто. И в этом вся суть. Вспомните фигуристку на льду. Она вращается с разведенными руками, потом прижимает руки к телу,
и ее скорость подскакивает сама, без всякого усилия. Она не отталкивалась и не помогала себе, она просто стала компактнее. За этим стоит один из самых железных законов природы. Количество вращения, которое есть у системы, никуда не девается. Его нельзя погасить трением, нельзя выбросить и нельзя отменить. Его можно только передать другому. Если объект сжимается, вращение остается тем же самым, но приходится на меньший размер и обороты растут. А теперь примените это ко всей Вселенной. Планеты и звезды рождаются из огромных облаков газа и пыли. Такое облако размером в световые годы всегда имеет хоть немного вращения, пусть еле заметного. Абсолютный ноль в природе не встречается, всегда есть перекос. Дальше облако начинает сжиматься под собственным весом. Оно падает само в себя. И по мере сжатия его крошечное, почти нулевое вращение раскручивается точно так же, как у фигуристки, прижавшей руке. К моменту, когда из облака получается звезда или планета, она уже крутится. Ничто во Вселенной не выбирало вращаться. Вращение – это счет, который выставляют за сжатие. И вот финальный поворот, ради которого все это рассказывалось. Когда облако раскручивается достаточно сильно, оно перестает сжиматься. Нагрузка от вращения растет как квадрат, помните, вчетверо, вдевятеро, все быстрее, и в один момент она догоняет гравитацию и упирается в нее. Падение внутрь останавливается. Вращение не просто угрожает разорвать объект. Вращение – это то, что не дает этому объекту схлопнуться в точку. Катастрофа останавливает сама себя, собственным разгоном. Именно поэтому Земля не падает на Солнце, а ходит вокруг него по кругу. Именно поэтому газ вокруг молодой звезды растекается в плоский диск, и именно из этого диска потом получаются планеты. Именно поэтому галактика с сотней миллиардов звезд имеет форму блина, а не комка. Одно и то же явление на разных масштабах. Так что вопрос был поставлен неверно с самого начала. Правильный вопрос звучит не так: почему вращение все не разорвало? Правильный вопрос звучит так: а что бы вообще существовало, если бы ничто не вращалось? Ответ короткий: ничего. Все лежало бы в центре. Все это красиво звучит. Теперь честно, откуда мы знаем, что это так? Первое. Мы ломаем вещи специально. Существует отдельный вид испытаний – разгонный. Диск турбины ставят в бронированную камеру, откачивают воздух, чтобы диск не грелся, и раскручивают его до тех пор, пока он не перестанет быть целым. Никакой теории, просто крутят до конца. Каждый диск в каждом самолетном двигателе имеет за спиной такую проверку на родном образце. Инженеры знают предел не потому, что посчитали его на бумаге, а потому что видели его лично много раз и записали цифру. И вот что показывают эти испытания. Предел приходит ровно там, где предсказывает удельная прочность. Сталь и алюминий действительно расходятся по краю почти на одной и той же скорости, хотя по прочности они отличаются втрое. Расчет совпадает с бронекамерой. Второе. Мы смотрим на самое быстрое, что вообще есть. В созвездии Стрельца в шаровом скоплении Терзан-5 есть нейтронная звезда, которая делает 716 оборотов в секунду. Не в минуту, в секунду. Это почти 43 тысячи оборотов в минуту, как у болгарки на предельных оборотах. Только крутится не диск в ладонь, а объект тяжелее Солнца. Ее экватор при этом движется со скоростью около четверти скорости света. 70 тысяч километров каждую секунду. И она держится. Держится ровно по той причине, которую мы разобрали. Ее гравитация настолько чудовищна, что перевешивает даже такое вращение. И сразу честная оговорка, потому что здесь принято привирать. Эта звезда вовсе не на пределе. Расчеты говорят, что разлететься она должна примерно вдвое дальше, около 1500 оборотов в секунду. То есть природа могла бы крутить и быстрее, но не крутит. Почему более быстрых нейтронных звезд не находят – это открытый вопрос. У астрофизиков есть версии, но общего согласия нет. Мы не знаем. Третье и самое сильное – мы просто пересчитали камни. Астрономы измерили период вращения у 1000 астероидов. Способ до смешного прямой. Астероид имеет неправильную форму, поэтому, поворачиваясь, он то ярче, то тусклее. Достаточно долго следить за яркостью точки в телескопе, и вы получите период ее вращения с хорошей точностью. Никаких допущений, никаких моделей, наблюдение и секундомер.
Так набралась статистика на 1000 объектов. И в этой статистике обнаружилась стена, которой там быть не должно. Вот обещанная цифра. Среди 1000 измеренных астероидов размером больше 300 метров нет практически ни одного, который делал бы оборот быстрее, чем за 2 часа с небольшим. Точнее, за 2,2 часа. Немало таких, их нет. Осознайте, насколько это странно. Астероиды разного размера, состава и истории, разлетевшиеся по всей Солнечной системе. У них нет ничего общего. Между ними миллионы километров пустоты. Они друг о друге не знают. И при этом все они как один соблюдают одно и то же правило, будто на всю Солнечную систему повесили запрещающий знак. Медление 2 часов сколько угодно, быстрее нельзя никому. Знака нет, есть предел. Крупный астероид – это не камень. Это груда щебня, обломки, которые просто лежат кучей. Прочности у такой кучи почти нет, склеивать ее нечем, и держит ее вместе только собственная гравитация. А гравитация у объекта размером в километр смехотворная. Вы бы на его поверхности подпрыгнули и улетели. Значит, вся история решается очень рано. Нагрузка от вращения растет как квадрат оборотов и очень быстро догоняет то жалкое притяжение, которое эту груду удерживает. Момент, когда она его догоняет, наступает как раз около 2 часов наоборот. И теперь самое неприятное. Астероиды не стоят на месте по оборотам, они разгоняются сами. Солнечный свет, падая на неровный камень и переизлучаясь обратно теплом с разных сторон не одинаково, подталкивает его. Толчок ничтожный, слабее дыхания, но он идет непрерывно, миллионы лет подряд в одну сторону. И камень медленно, столетие за столетием, раскручивается. У этого явления есть имя, его называют эффектом Ярковского. Если совсем упростить, солнечный свет умеет крутить камни, надо только подождать пару миллионов лет. То есть все они ползут к этой стене. Просто идут туда, не торопясь, все время. Что происходит с теми, кто дошел? Никакого взрыва, ничего эффектного. Просто в один момент валун на экваторе перестает весить вообще. Еще немного оборотов, и он больше не лежит на поверхности, а висит над ней. Потом он отходит, не улетает, а именно отходит, медленно, со скоростью пешехода, потому что удерживать его больше нечем. За ним второй, за ним склон. Камень не разрывает. Камень просто перестает быть одним целым и превращается в стайку обломков, которые расходятся в темноте на расстояние вытянутой руки в час. И почему в статистике нет никого быстрее 2 часов, теперь понятно. Они были. Все, кто туда дошел, перестали быть астероидами и стали россыпью мелочи. Стена в 2,2 часа – это не запрет. Это граница между камнем и тем, что от него остается. Раз предел упирается в прочность, решение выглядит очевидным – сделать толще, взять больше материала, нарастить массу, усилить обод. Не работает. И это самое неожиданное место всей истории. Когда вы утолщаете вращающийся диск, вы добавляете к нему металл, но этот металл тоже вращается, он тоже имеет вес, тоже упрямится, тоже рвется наружу и тоже нагружает то, что под ним. Вы добавили и прочности, и нагрузки ровно в одной и той же пропорции. Счет не изменился. Дальше хуже. Из этого следует одна вещь, в которую сложно поверить с первого раза. Предельная скорость края у диска вообще не зависит от размера диска. Маленький диск и огромный диск из одного материала расходятся на одной и той же скорости обода. Метровый маховик и 10-метровый одинаковые. В инженерии почти нет таких чистых тупиков. Обычно масштаб хоть немного помогает. Здесь не помогает никак. Вращение – это единственная задача, где вопрос «сколько у вас материала» не имеет смысла. Материала может быть сколько угодно, ответ не изменится. Поэтому во вращении работает только одно направление, и оно противоположное. Не больше, а легче. Не толще, а умнее. Отсюда все решения, которые вы видите вокруг. Маховик делают не сплошным диском, а тонким кольцом, потому что середина все равно ничего не дает, а вес свой добавляет. Кольцо обматывают углеволокном, у которого удельная прочность в разы выше. Лопатку турбины отливают из одного цельного кристалла металла, без границ между зернами, потому что именно по этим границам вещество и начинает расходиться. Никто не пытается сделать сильнее, все пытаются сделать легче на каждый килограмм.
Природа, как обычно, пришла к этому раньше. Среди тысяч дисциплинированных астероидов нашлись нарушители. Есть камень размером больше 2 километров, который делает оборот меньше, чем за 2 часа, и по всем правилам обязан был давно рассыпаться. Он не рассыпался. Разгадка оказалась скучной и прекрасной. Его щебень не просто лежит кучей, а слегка слипся. Мельчайшая пыль между обломками работает как очень слабый клей, и этой малости хватает, чтобы отодвинуть стену. Заметьте, что именно ее отодвинуло не масса, не размер, не количество камня. Щепотка пыли в правильном месте. Соберем все в одну мысль. Вращение – это не то, что с предметом делают. Это долг, который нельзя вернуть, а можно только передать дальше. Каждое облако газа, сжимаясь, раскручивало само себя. Каждая планета получила свое вращение в наследство от облака, из которого собралась. Ничто во Вселенной не выбирало крутиться, и ничто не может перестать. Можно только отдать его дальше. И этот долг, который никому не нужен и который никто не брал, оказался единственной причиной, по которой во Вселенной существует хоть что-либо. Без него все вещество давно лежало бы в центре. Мир держится не на прочности вещества, а на том, что его собственное падение однажды раскрутило само себя и на этом остановилось. Вернитесь на кухню, к машине в углу. Барабан выходит на отжим. На его стенке лежит груз в 160 килограммов, которого там нет и который взялся из ничего. Тонкий лист нержавейки его держит. Через 2 минуты машина затихнет, и вы даже не вспомните об этом. Точно так же держится колесо вашей машины на трассе. Диск болгарки в гараже, диск в двигателе самолета над вашей головой и планета под вашими ногами, растянутая на 21 километр. Вы никогда об этом не думаете. Вы доверяете этому каждый день. Теперь, когда услышите, как машина выходит на отжим, вы будете знать, что там происходит. Тот же самый спор, что идет в галактиках. Вещество, которое хочет по прямой, и стенка, которая не пускает. И тот же самый спор идет под вашими ногами. Прямо сейчас вы стоите на камне, который несется вокруг своей оси и растягивает сам себя, и вы этого не замечаете, потому что он выигрывает свой спор уже 4,5 миллиарда лет подряд. Пока стенка выигрывает, все цело. Кстати, вопрос вам в комментарии. Как вы думаете, что разорвет себя первым, если постепенно добавлять оборотов? Колесо, турбина или планета? Ответ не такой очевидный, как кажется. Это была «Механика мира». Подпишитесь, если хотите и дальше смотреть на обычные вещи и видеть в них то, что держит весь мир.